Каждый раз, когда я читаю в почте какое-то письмо, в котором нахожу информацию о том, что фильм отобран на тот или иной фестиваль, это большая радость. Потому что это мой первый игровой фильм, который рождался очень непросто. Была прям вот целая история, целое отдельное кино про то, как это снималось. И, конечно, вот этот вот такой вот непростой ребенок, да, относится к каждому своему фильму как к ребенку. И когда ты видишь, что этот ребенок подрастает, что он получает какую-то историю, биографию, да, он появляется где-то на фестивалях, то понимаешь, что все вот эти вот сложности, все эти труды, они были не напрасны. Потому что, приглашение на фестиваль означает, что все-таки фильм каким-то образом оценен. Это уже пятый фестиваль, на который попадает фильм. Но когда я прочитал новость о том, что он отобран на самый первый фестиваль, радость была такой, что я даже вот чувствовал внутреннюю какую-то, знаете, вот сердцебиение такое очень сильное. Я рад, что фильм получает какое-то признание. Он получил первое место в конкурсе одного из фестивалей, который был в России, в Архангельске, в городе. И третье место на фестивале, называется фестиваль «Невиданное кино», он проходил в городе Таллин. И, по-моему, там было около 600 фильмов, из них отобрали только 50. И, собственно, только 3 призовых места. Вот одно из них занял этот фильм, это ужасно приятно. Я считаю, что делать какие-то вещи, которые уже кто-то делал до тебя, это, может быть, неплохо, если сама по себе история какая-то выдающаяся. Но всегда хочется что-то новое привнести, да, вот. Не хочется говорить громких слов кинематограф, да, но вот на своем каком-то уровне попробовать попытаться сделать что-то неожиданное. В свое время была целая такая, может быть, небольшая эпоха, когда люди стали снимать кино на мобильный телефон. Это просто был вызов большому взрослому дорогому кино, да, с той точки зрения, что вот мы будем снимать на мобильные телефоны, это вообще ничего не стоит. Такой телефон и такая камера есть у каждого человека. То есть это вот не то, что низкобюджетное кино, это вообще кино без бюджета. И смотрите, какие мы при этом можем делать хорошие вещи. У меня была идея снять на мобильный телефон, но суть не в том, что это дешево, а суть в том, что эстетика вот этой вот камеры мобильной, да, она вот, собственно, становится таким одним из основных качеств этого фильма. То есть камера в мобильном телефоне, который сам по себе что-то снимает, оказываясь то в одних руках, то в других, то вообще куда-то падая, и все это как будто случайно фиксируется. То есть сам телефон становится неким таким случайным режиссером, что ли. То есть вот мне показалось, что так еще никто не делал. Сам фильм родился вот именно из этого образа снимающего мобильного телефона в тот момент, когда кто-то с ним бежит. И мне показалось, что это какая-то очень магнетически такая вот мощная картинка. То есть ты смотришь на экран, видишь абсолютно хаотичные какие-то движения, телефон находится в руке человека, он бежит, им машет, и там размазанная картинка, из которой вообще ничего не понятно. Но ты не можешь оторвать от этого изображения взгляд, какой-то очень большой внутренний накал. Соответственно, если речь идет о том, что этот телефон был у кого-то вырван, выхвачен, и кто-то с ним побежал, то сразу это притягивает, потому что интересно, что же будет дальше. И дальше я уже стал думать, а какой же сюжет можно вокруг всего этого навертеть, закрутить. И вот дальше, собственно, родилась вот эта история о том, как у девушки отнимают телефон, как она догоняет обидчика, и вот дальнейшее развитие этих событий. Вдохновляет на самом деле идея. Когда ты придумываешь какой-то фильм, который тебе самому нравится, вот какая-то идея, которая тебе нравится, когда ты понимаешь, что это ни на что не похоже или мало похоже, но когда в этом есть какой-то эксклюзив, что ли, да, когда в этом есть что-то, что до тебя никто не делал, и это при этом действительно интересно, тогда, конечно, вырастают крылья за спиной, и тебе просто самому интересно наконец-то увидеть это воплощенным. И вот это, конечно, очень сильно вдохновляет и заставляет двигаться и доводить это дело до конца. Самое важное — умение высказаться так, чтобы это была действительно какая-то очень важная, глубокая мысль, и чтобы это высказывание было доступным, внятным, понятным, интересным. Потому что кино — это все-таки одна из форм языка. Это сложный язык,
Точно так же, как музыка, язык свой, да, это, танец тоже язык. Ну, и кино — это, в общем-то, тоже некая форма сказать что-то людям, миру, высказаться как-то, да, вот то, что ты чувствуешь, то, что там в тебе живет, да, и рвется как-то наружу, ты можешь выразить по-разному. Ну вот мне как-то ближе вот кинематограф в этом отношении, мне ближе через экранный язык что-то говорить. Вот, и поэтому, конечно, как и в любом другом виде искусства, я считаю, что наибольший интерес представляют те режиссеры, которых каждый их фильм — это некое высказывание, серьезное, глубокое, обдуманное, пропущенное через себя, через свой какой-то опыт. Не просто вот сказать что-то, ну и там как-то вот, типа, смотрите, я умею снимать кино. Нет, это все-таки что-то такое для меня более сложное, глубокое. Это вот некая форма общения с миром. И, конечно, я отношусь к этому очень серьезно, как вот к чему-то очень такому личному. И считаю, что кино должно, ну, это такое зеркало твое. Вот. То есть тут нужно быть очень точным. Есть две крайности. Есть одна крайность — это так называемая конъюнктура, когда ты вот так вот по-хитрому исследуешь вкусы людей, да, исследуешь вкусы потребителей и делаешь абсолютно такую коммерческую какую-то историю, которая, понятно, будет играть на каких-то струнах, на которых играть очень легко, которые понятны, доступны и, собственно, очень легко вызовут какую-то ответную реакцию, приятие. И это будет коммерчески успешное кино, которое, ну, будет достаточно, может быть, легковесным, но тебе все равно, если ты вот человек, который ориентируется на исключительно рыночный какой-то коммерческий продукт. Другая крайность — это слишком такая вот высокая концентрация на себе, на своем внутреннем мире, который, может быть, там никто не понимает, но ты все равно считаешь, что пусть меня не поймут, но я вот сделаю так, как я это чувствую, так, как я это вижу, и мне все равно, что подумают другие. Вот не поймут, и бог с ними, это их проблемы. Ты, конечно же, должен говорить о том, что ты сам чувствуешь, сам о каких-то вещах, которые ты пережил, которые важны для тебя. Пусть они, может быть, даже являются какими-то твоими очень личными переживаниями, каким-то твоим личным опытом, но если вот ты решил им поделиться, то ты должен все-таки учитывать, что люди, которые будут это смотреть, у них ну, своя какая-то определенная сложившаяся оптика. Да? Ты должен уметь сказать о чем-то своем, но доступно, так, чтобы это было, конечно же, понятно для человека, который смотрит твой фильм.